Okay, let's go. Друзья, вот осень подобралась к нам. Я выхожу в прямое включение из Большой Зеленина. Я сегодня на Большой Зеленина. Вот так покажу на телефоне карту. Сегодня я иду на Авант посмотреть на то, как вообще что происходит на объекте, посмотреть на стадию строительства, вспомнить немного вообще о наполнении проекта. Мы давно о нем не говорили, потому что там, если вы помните, сильно взлетели цены после старта продаж. Наверное, в течение полугода, наверное, где-то вот так вот они еще немного подержались, как-то ровно поднимались, а потом резко просто взлетели и все. И сейчас эта цена уже ближе к 700, 600-700 тысяч за квадратный метр, где-то доходит до миллиона на какие-то варианты квартир, которые там с террасами. Я сейчас буду показывать, я просто на этой точке, потому что хочу показать вам Family Loft, который сейчас буду проходить вот мимо него, потому здесь задерживаюсь. Вот он за моей спиной, дом получился на Большой Зеленина, так скажем, среднего качества, вот, но он все-таки создает единое такое, объединяет вот эту всю застройку, что ли, не знаю, может быть, вообще стоит здесь каким-то, да, особняком, потому что дальше мы идем по Большой Разночинной, идем к Аванту, упираемся в Корпусную улицу, и там у нас на Малой Зеленина квадрия уже готовая. Мендельсон уже давненько готовый. И недавно открылись продажи Визионера, которую тоже сейчас обсуждают. И, может быть, удастся будет время сейчас показать, где строится Визионер, какая там сейчас стадия строительства, что там сейчас происходит. Возвращаемся к Аванту. Авант сейчас, напомню, он у нас состоит из двух корпусов. Это фабрик, там, где идет реконструкция лофтов, и Баланс Классик. Это два корпуса с жилыми квартирами. Вот меня очень интересует. Мы идем в фабрик смотреть. Стоимость на сегодняшний день минимальная 38 метров 26 миллионов. Они были на старте продаж. Вот, и 45, по-моему, еще были. В общем-то, их нет уже в продаже, да. Вот есть сейчас 49, 50, 53 метра. Побольше лофт такой был. 35 минимальная цена. Мы еще брали, я помню, за 24 миллиона в прошлом году. Ну, вот такие примерные цены. То есть я не до миллиона там уже не помню. Но чтобы вы просто примерно сообразили разницу в повышении стоимости. Вот я смотрю прям вот с рынки. Вот выхожу на Большую Разночинную. Вот так вот еще покажу. Уже смотрите, сколько подняли монолитных этажей. Это корпус, как раз который находится, вот нарисованный на рендере. Это корпус Классик большой. Вот апартаменты. Уже вот так аккуратно вычистили, закрыли сеткой, все подготовили, идут внутренние работы. Сегодня покажу вам шоурум, как там выглядит. Сейчас можно дозаказать и внутреннюю отделку апартамента, докупить такую услугу сейчас предоставляют. Ну и вот смотрите, как между ними будет вот такой променад, как на рендере нарисован, между корпусами. Вот такой красивая, приятная прогулочная зона. Она будет большая. Вот здесь вот видно, где начинается корпус, широкая. Что были тоже опасения, что она будет узкая. Нет, широкая довольно. Тоже расстояния будут большие. Корпус прям, ну, так скажем, прям большой. То есть территория прогулочная будет большая. Вообще территория проекта очень большая. Покажу сейчас. Какая у нас получается территория проекта. Оранжевый — это корпус как раз фабрик с апартаментами, красный строится, зеленая вот эта территория, это все будут прогулочные зоны, какие-то скверики, фонтаны, садики. Серая — это застройка уже существующая. И, соответственно, вот это променад между корпусами. Сейчас внутри больше цель показать, наверное, а внешне, так скажем, коротко просто вспомнить. А вот этот вот, кстати, бизнес-центр они выкупили тоже в прошлом году. Вместе присоединят его к общей концепции. Здесь вроде как, может, или ресторан, или что-то будет.
не знаю точно, не могу сказать сейчас, но присоединят его к общей концепции проекта. Визионер. Покажу сейчас сверху карту. Вот здесь будет, наверное, появится сверху проект интегрирован в фотографию. Очень удобно увидеть, как он вообще вписался в уже все, что там существует. Меня смущает только коммерческие помещения со стороны улицы. Сейчас, знаете, я могу ошибиться. Ага, да, Петерговская, со стороны Петерговской улицы и Средней Котловской. Там идут такие автоцентры, автомойки. И нахождение их, конечно, рядом входом в твой красивый дом. С одной стороны, может смущать, пока нет самого дома. Это как всегда. С другой стороны, когда не было футуриста, сам Левашовский и его промзона тоже давлела на сам проект. И казалось, что это очень важная мысль. Вы приезжали, больше обращали внимание именно на окружение, когда появился дом. Естественно, он забрал на себя основное внимание, и получилась другая абсолютно история, что стало приятно там и гулять, и находиться, и дом вообще по-другому стал восприниматься. Вот что важно. Поэтому сейчас мы видим эти автоцентры, автомойки. Почему говорю, что очень посмотреть именно как интегрирован дом в существующую уже архитектуру, застройку или коммерцию, или все что угодно. Но мне очень нравится с Малой Зеленина улицы, где Квадрия стоит. Там очень аккуратно смотрится вот этот вот корпус визионера. Очень такой там приятный, там у него отдельный вход, и там вот он прям круто смотрится. Мне нравится, он маленький корпус, там большие квартиры, неплохие, ну как большие, метражи 100. Мы вот смотрели с клиентами 150, несколько вариантов даже объединить мы пытались, ничего не нашли, ничего. А вот в метражах 100 там можно поискать. Вот уже я дошла до Квадрии как раз. Озеленение стало еще больше. У малого именно озеленения. Не каких-то высоких, естественно, деревьев, а малого озеленения вдоль коммерческих помещений. Потому что здесь будет скоро открыт ресторан. Классный будет ресторан от, не знаю, знаете, в Венеции в Кабеле есть кревет. Здесь у нас открыли в Аристократе палаты. Я как раз в Инстаграм недавно рассказывала о том, что палаты с центра Петроградской стороны переехали в Аристократ. Друзья, и вот я тоже говорила об этом в Инстаграм, и здесь хочу еще продублировать на видео. Если вы являетесь моим клиентом, я с удовольствием договорилась, это мой вам подарок, с некоторыми шоурумами, галереями, о скидке для вас, потому что вы являетесь покупателем новых квартир в новых домах. Вы в любом случае будете делать ремонт, ну, скорее всего. И такие вещи, они 100% понадобятся, тем более зная вкус своих клиентов хоть чуть-чуть. Я знаю, что вы ко мне тоже не просто так обращаетесь, но мы с вами схожи в каких-то взглядах, вкусах, может быть, да. Я, примерно понимаю, что вам будет интересно, поэтому я договорилась с этими галереями, магазинами о небольшом дисконте специально для своих клиентов. Это наши внутренние взаиморасчеты, поэтому обращайтесь и с удовольствием воспользуйтесь небольшим, но бонусом. И вот мы прямо от Квадрии справа. Вот этот именно корпус, который здесь будет. А он такой прям симпатичный. Сейчас я еще раз покажу. Вот этот я покажу план
Вот этот корпус, вот видите, вход получается вот отсюда. Здесь, конечно, зелени добавили, ну ее не будет, да. И вот он отсюда смотрится довольно симпатично. Вот Квадрия, и вот тут будут дворики. Вот мне нравится вот эта часть. Здесь еще получается, что больница. И вот это будет неплохо. А вот тут автомойка. Вот она маленькая. И вот это все коммерческие помещения, они никуда не денутся. А вот здесь еще появится легендовский бизнес-центр. Вот тут, прямо на этом месте, да. Перекроют вот тут вот виды. Не знаю, насколько они будут интересны. Вот, посмотрите, да, Квадрия слева. И вот так будет выглядеть. Ой, мне кажется, будет прям симпатично. Вот эта часть прям будет очень интересная. А это как раз с той стороны, где корпусная. Тоже хороший угол. Неплохой вот этот маленький малоэтажный. Вот как-то так хочется сказать. Цены, конечно, уже готового дома. Мы как будто бы к ним еще не привыкли. Но они уже никуда не денутся и не изменятся. Меньше не станут в этих районах, локациях Петроградской стороны. Меньше стоимости уже точно не будут. Поэтому обращайтесь, скорее всего, рассматривайте, если вы готовы рассрочки, то они вам очень будут актуальны, они обязательно есть с разными платежами. Ну, вот как-то так, ничем вас не могу удивить, не буду говорить, что цены упадут или цены сильно взлетят, я не думаю, что они сильно изменятся там через год. Скорее изменится наличие, потому что из 110 квартир, которые вывели на старте продаж, в Визионере было забронировано, процентов, наверное, 65-70, вот так, представляете, сразу платную бронь уходили, поэтому есть еще варианты. Можно подождать, например, вывода каких-то новых квартир или подождать год, может быть, полтора-два, посмотреть. В общем, все это мы обсуждаем на встречах, поэтому обязательно обращайтесь, чтобы мы собрали для вас какой-то маршрут, что стоит ждать, а что нет. В Квадре, кстати, есть еще несколько вариантов квартир. Вот, пожалуйста, готовый дом. Заезжайте, живите, делайте уже ремонт. И не надо ждать Визионер. Я, наверное, так и сделала бы. Вот с этой стороны все прям симпатично так смотрится. Прекрасная. Кирпич мне очень нравится, отделка фасада Квадрии, вот именно с темным серым кирпичом. Вот это, конечно, композиция прекрасная. А вот эта вот разноэтажность его этих корпусов мне очень нравится вот эта часть, как красиво прям этот ландшафт возле этого навеса крыши. Красиво смотрится. Я иду в Авант, и дальше мы с вами уже посмотрим, что у нас происходит в Аванте, что там вообще, какие стадии. Увидеть, конечно, квартал готовый, потому что там масштабы огромные, конечно, там будет очень много именно коммерческих помещений. Вот еще одно отличие, знаете, вот, например, той же самой Квадри. Она такая, Квадрия больше маленькая, такая спокойная, там нет никаких инфраструктур, то есть фитнеса, всяких разных комнат, но они, может быть, и не нужны. Вы знаете, я с некоторыми клиентами, правда, разговаривала, им это просто не нужно. А есть те, конечно, кто хочет визионер, потому что там будут и фитнес-зал, и детские комнаты, переговорные, все, что есть в футуристе, будет точно так же в визионере. И кому-то это очень важно. Кому-то важно, наоборот, более такая молодежная, современная атмосфера Аванта, потому что там как раз, мне кажется, будет больше творческих людей, больше каких-то выставок, тусовок и всего прочего. Но вот отсюда вы сможете напрямую ходить прямо сразу с Квадри в Авант и взаимодействовать с инфраструктурой Аванта. Пока здесь, конечно, шумновато. Здесь слева будет голландский дворик. Вот это фабрик. Это ноги фабрик, так называемый, да, вторая нога. Между ними еще тоже будет дворик. Так расчистили их уже внутри. Ну, естественно, будет еще перекрытие, да, только фасады у нас объекты культурного наследия, поэтому внутри еще будет перекрытие. И сейчас вот здесь слева можно рассмотреть отдельным входом, можно рассмотреть себе апартамент. Вот тут классные, такие будут 60 метров, неплохие варианты. Крыша вообще кайф. Какая она будет сохраниться. Растекловка крыши. И там будет, скорее всего, коворкинг.
Ну, масштабы просто. На этом цокольном этаже будут коммерческие помещения с той стороны. И здесь еще холл. Внизу будет лестница моя любимая. Вся будет восстановлена. Какая красота! Это надо любить. Смотрим вниз обязательно. Ну, масштабы, да? Масштабы просто поражают. Высота потолков, ширина оконных проемов, высота окон. Очень красиво. Вот посмотрим сейчас макет, пример. Смотрите, как сделали, выделили апартамент для того, чтобы понять вообще, как внутри будет, какие будут размеры у апартамента. Спасибо. Первый этаж. Вот стекловка окна, лестница и второй этаж. Okay, let's go. Сегодня на просмотре ЖК «Фамилия» на Петровском острове. Я вот рассказывала про лобби, про холл, про то, что маленький, конечно, холл. Мне понравилось, что много разных входов со стороны вот детского сада, такой интересный. Здесь с пандус. На первом этаже уже есть квартиры, поэтому они так приподняли их. Это первый этаж от земли. В общем, интересные такие здесь входы-выходы. Много света, парадные, по 3 квартиры на этаже. И здесь невысокая этажность. В общем, есть и плюсы, и минусы. Мне, конечно, не нравятся эти кресла. Очень так какой-то кич немножечко. Ну, на любителя, так скажем. Кому-то прям очень нравится. Зато много вокруг зелени, детский садик под окнами. Очень удобно. Мы теперь тоже ценим подобные решения. Когда детский сад, можно выйти за 3 минутки, сразу дойти. Пойдем сейчас квартиру посмотрим. Вот и плюсы, и минусы рассказываем. Многие, кстати, уже заселились, много живут. Здесь остались уже крайние квартиры, большие трехкомнатные есть. Какие-то вышли из-под расторжения, рассрочки давали. Вот 3 квартиры всего на этаже. Черная лестница. Сейчас модно делать черные лестницы не черными, то есть с окошками, с хорошей напольной плиткой, продолжением парадной, вот, с какими-то перилами интересными. Ну, здесь обычные, в других домах еще бывают деревянные перила. Хорошая фактурная штукатурка тоже выполнена. То есть нет такого ощущения, что вы уходите в какой-то черный вход, и там все совсем по-другому. Вот 127-я квартира у нас сейчас в продаже имеется. Здесь у нас 3 спальни и кухня-гостиная. 3-й этаж. Посмотрим на вид. Это то, что нас в первую очередь с клиентом интересует. Мы приехали поснимать для клиента. Он у нас иногородний, поэтому мы делаем для него съемку нескольких квартир на Петровском острове. 3-й этаж. Вид на Бетанкура. Но тихо прям. Я бы, наверное, из предыдущих квартир сравнивая, мне это нравится. Хотя здесь такой детский сад под окнами. Но здесь не 1-й этаж, не 2-й, а 3-й. Выход на лоджию с нескольких сторон. Ну и когда-нибудь все в надежде, что вот это все реконструируют, а я бы оставила так. Смотрите, какой зеленый забор, все закрыли елочками. Вообще в этом варианте на самом деле сделали очень мило. Закрыли все елками, зеленью, все разрослось, остались высокие деревья. Я бы вообще это никуда не убирала и оставила бы все в таком виде. Смотрите, какие плотно, просто елки такие в рядочек. Не пожалели. Выводы здесь сделаны, конвекторы у нас в полу, потому что окна большие. Окна, кстати, скала тоже неплохие, хорошие деревянные стеклопакеты. Ну и вид такой дачный.
Дачный вид. Мне нравится. Такая развалина какая-то, но осовременена такими зеленью, красивым ландшафтом. Беседочки такие под окнами. Здесь уже, кстати, пожалуйста, никаких нет детских садиков. У нас вот сколько надо посмотреть, окон выходит на детский сад. Получается, одна комната выходит на детский сад. И вторая. Две комнаты. А вот кухня-гостиная уже вот на этой развалину. Мне нравится. Хороший вариант. Здесь вот уже прям как будто бы темновато. Может быть, стоило бы убрать балкон, объединить с этой лоджией, все, потому что там кирпичная стена, в целом это, наверное, реально было бы сделать, увеличить место и здесь уже сделать какой-нибудь гардероб. Может быть, объединить даже вот с этой прачечной зоной. При входе тут санузел, там прачка. Мне нравится вот во всех тех вариантах, что здесь широкие коридоры. Можно комфортно зайти семьей, потому что маленькие коридоры в больших квартирах. Вот в маленьких квартирах коридоры большие делать не надо. Какая-то всегда вроде обычная логика, маленькая квартира, наоборот, да, это небольшое количество человек, получается, коридор лучше бы сделать большой, а в больших квартирах лучше пошире, потому что вы заходите с семьей, скорее всего, может быть, с прогулки пришли, вас 4-5 человек, конечно, хочется, чтобы все комфортно разместились. Мне кажется, пространство органичное, можно что-нибудь придумать, ремонты. Вот такие квартиры остались у нас в фамилии. Это одна из них. Есть еще несколько вариантов с этажами повыше. Но хочу вас предупредить, что пока новых проектов на Петровском острове не предвидится, наверное, в ближайшее время. И я бы обратила внимание на те квартиры, которые остались уже в обжитых домах. Двор, конечно, мне понравилось, как спустя эти годы разросся, очень красиво, зелено стало. Но единственное, что вот здесь детские площадки, конечно, грустные. Какие сейчас классные проектируют детские площадки в новых домах. Такие как Легенда, Самсоневский, Василий Островский, Большой, даже Легенда на Большом. Там очень классные дворы, такие интересные, многообразные площадки, какие-то корабли, столько функциональные. Но это, конечно, вот эти варианты, это уже такие грустные. Но это может быть для кого-то минус, для кого-то нет. Конечно, озеленением и вообще проектированием дворов нужно заниматься. Я бы «Мир» еще посмотрела сейчас. Вот тоже его завершают уже, и мне кажется, там тоже будет круто. Но с другой стороны, что мы хотим от Росстройинвеста? Я вообще к ним, к Росстройинвесту, отношусь средне. Дом, я бы не сказала, что премиального уровня, но место, конечно, хорошее. Петровский остров, как бы мы ни говорили, сейчас его любят. Сейчас ищут здесь квартиры, недвижимость не только из Петербурга, с Москвы, много иногородних, с других даже стран. Вот. Поэтому все равно привлекает место расположения. Есть точно 100% плюсы. Но строительство, конечно, вот из инженерии, то, что прям потому, что будем скучать, это лифты Коне, окна Скала классные. Хорошие большие метражи, неплохие планировки, большие окна, прям большие, маленькая этажность, маленькое количество квартир на этаже, то есть, в принципе, аккуратные холлы светлые. Как-то так. Конечно, вот эта штукатурка, она уже местами выглядит грязно, грустно. Где-то вот этот фибробетон тоже уже начинает темнеть. Это все, в принципе, мне кажется, такие компромиссы. Вот, территория приятная. Я бы точно рекомендовала бы его рассмотреть и сравнить с теми вариантами, или даже с Нива-хаусом напротив, через проспект. Там есть тоже сейчас и скидочные предложения, условия. Тоже территория наконец-то обрела какую-то завершенность. Убирают этот отдел продаж. В общем, есть тоже свои нюансы, и плюсы, и минусы. Надо сравнивать, как всегда, друзья, надо сравнивать. Прикрепляю свой телеграм-канал здесь обязательно, тоже всегда, чтобы вы тоже могли быть в курсе. Обращайтесь к агенту, сравнивайте, не стесняйтесь приходить для того, чтобы обсуждать все плюсы и минусы проектов нашего города.